Фермер был очень удивлен, обнаружив на территории своей фермы несколько беспомощных брошенных щенят. Мужчина пожалел бедняжек и забрал их домой, но он был шокирован, когда питомцы выросли и оказались на самом деле совсем не безобидными собаками. Патрик был фермером, так же, как и его отец. Целый день он работал в поле, и эта работа приносила ему настоящее удовольствие. Также у Патрика были несколько коров и коз, которые днем паслись на лугу, а вечером фермер загонял их в большой сарай. Однажды утром фермер зашел в сарай, чтобы выпустить на поле коров и коз, а также чтобы достать из дальнего угла необходимые для работы инструменты. Потянувшись за инструментами, мужчина едва не вскрикнул от удивления и замер на месте, так как прямо перед ним на сене устроились несколько пушистых бездомных щенят. Они были довольно крупными, а Патрик подумал о том, что он раньше никогда не встречал представителей этой породы. Мужчина потянулся к детенышам, собираясь взять их на руки, чтобы получше рассмотреть, но щенята неожиданно ощетинились и зарычали, не желая подпускать к себе незнакомца. Патрик осмотрелся вокруг, но матери собаки нигде не было видно, а значит, вряд ли она привела сюда щенят. Также маловероятно, что их подбросил кто-то из соседей, так как ферма Патрика находилась на значительном расстоянии от других строений. В общем, появление пушистых комочков в сарае пока было настоящей загадкой. Но ответ на этот вопрос можно было узнать позже. Гораздо важнее было решить, что сейчас делать с брошенными питомцами. Сначала Патрик принес в сарай несколько маленьких кусочков мяса и бросил их щенятам. Однако животные только с интересом понюхали предложенное угощение, но отказались его есть. Похоже, что щенята все еще не могли пережевывать твердую пищу, несмотря на их внушительные размеры. Патрик понял, что без его помощи животные пропадут, так что нужно было срочно что-то делать. Фермер надел толстые перчатки и аккуратно сложил недовольных щенят в большую корзину, после чего закрыл ее крышкой. Затем мужчина отнес щенят в дом и выделил для них небольшую комнату, в углу которой он положил несколько одеял, чтобы животные смогли на них удобно устроиться. Патрик старался не тревожить щенят, так как присутствие человека явно их нервировало. Нерешенным оставался только вопрос с кормом. Тогда Патрик разогрел немного молока, налил его в миску и поставил перед детенышами. Щенята с осторожностью обнюхали миску, а затем с жадностью набросились на предложенное угощение. Фермер вздохнул с облегчением, понимая, что странные щенята теперь точно не умрут от голода. Так прошло несколько дней, щенята быстро привыкли к своему новому жилищу и начали там играть, проявляя свой озорной и игривый характер. Патрик несколько раз в день заходил в комнату к детенышам, чтобы принести им очередную порцию молока и прибрать за ними беспорядок. Через пару недель щенята перестали бояться человека и начали подпускать его к себе гораздо ближе. Однако Патрик прекрасно видел, что это не обычные домашние питомцы, а, похоже, какая-то очень редкая порода или гибрид животных. Вскоре щенята начали есть мясо, поэтому фермер стал все чаще добавлять его в рацион животных. Патрик даже оставлял дверь в дом приоткрытой, позволяя щенятам выбегать наружу. Детеныши весело резвились во дворе, но через несколько часов они обязательно возвращались обратно, похоже, привыкнув к своему новому жилищу и доброму человеку, который их спас.
Патрик заметил, что щенята уже несколько раз ловили и съедали мышей, а значит, у подрастающих питомцев начали проявляться охотничьи инстинкты. Кроме того, щенята были не слишком ласковы с хозяином и не ластились к нему так, как это делают обычные домашние питомцы. Конечно, животные были благодарны человеку за его неоценимую помощь, но они держались очень независимо и даже величественно, словно настоящие хищники. При этом все щенята были очень энергичными и невероятно очаровательными. Поэтому Патрик подолгу с удовольствием наблюдал за их играми во дворе или охотой за грызунами. Со временем мех у щенят стал очень густым и плотным. Несмотря на довольно необычное для домашних собак поведение, Патрик привык к своим новым удивительным питомцам и дал им обычные собачьи клички, на которые они со временем стали откликаться. Так прошло несколько месяцев, а найденные в сарае животные за это время значительно выросли и стали полностью самостоятельными. Патрик был очень рад такому соседству, ведь красивые собаки не только радовали его своими играми, но и помогали фермеру бороться с периодически появляющимися на территории грызунами. Иногда собаки даже позволяли доброму мужчине гладить их по спине, а фермер удивлялся тому, насколько мягкий и густой мех был у его необычных питомцев. Однажды, когда у Патрика заболела одна из коров, ему пришлось вызвать ветеринара. Осмотрев заболевшую корову и назначив ей необходимые процедуры и лекарства, ветеринар обратил внимание на необычных собак, играющих между собой рядом с домом фермера. Ветеринар подошел поближе, чтобы рассмотреть питомцев, но это не понравилось животным, которые, испугавшись незнакомца, как обычно, спрятались между камнями. Тем не менее, ветеринар успел разглядеть собак и с удивлением спросил у Патрика, откуда у него эти животные. Фермер объяснил, что несколько месяцев назад он нашел их в сарае и выкормил, а ветеринар расплылся в широкой улыбке и шокировал Патрика неожиданной новостью. Оказывается, все это время он ухаживал не за обычными собаками, а за настоящими дикими хищниками из семейства собачьих. Это были белые волки, которые внешне напоминают домашних собак и очень редко попадаются на глаза людям в дикой природе, поэтому далеко не все знают, как они выглядят. Эти хищные собаки великолепно маскируются, поэтому даже если человек случайно встретит их в дикой природе, то, скорее всего, он пройдет мимо, не заметив спрятавшегося белого волка. Кроме того, во всем мире осталось очень мало этих удивительных животных, и они даже находятся под угрозой исчезновения. Найденные в сарае детеныши, похоже, по какой-то причине остались без своей матери и решили укрыться в здании. Возможно, маму белого волка убили браконьеры, охотящиеся за ее ценным мехом. Малышам повезло, что Патрик пожалел и приютил их, иначе их точно ждала бы печальная судьба. Узнав невероятную правду, фермер был с одной стороны очень удивлен, а с другой он был невероятно рад тому, что смог спасти представителей вымирающего вида. Патрик и ветеринар сразу же связались с представителями природоохранной организации и сообщили о своей необычной находке. Для экологов это была уникальная возможность помочь подросшим белым волкам, обеспечив им необходимый уход и заботу. После того, как специалисты убедились, что все белые волки здоровы и их жизни ничего не угрожает,
Их выпустили обратно в дикую природу, чтобы они продолжили восстановление популяции этого уникального вида животных. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.